Здравствуй, народ. Налейте-ка себе сразу чайку или чего покрепче. Потому что сегодня мы будем играть в разоблачителей. Мы будем говорить про то, что и так все знают. Абсолютно все. Все, кто смотрит все эти видео на Ютубе, в Инстаграме, в ТикТоке, сидя на кухне, в офисе, в туалете. Все вы знаете, что живете в матрице. Вы знаете, что государство – это автобус с пьяным водителем, а Конституция – это туалетная бумага с красивым гербом. Что миром правят какие-то там инопланетные рептилоиды, а очередная комета летит к Земле. Но вы все равно сидите в этом автобусе, пристегиваетесь и делаете вид, что вам нравится пейзаж за окном. Сегодня, кстати, стало очень модно кричать: «Проснитесь! Вас обманывают!» Нам все время лгут. И все вдруг взяли и проснулись. Но при этом почему-то все делают вид, что продолжают спать дальше. Потому что так удобнее, так теплее, так комфортнее. Не нужно вылезать из-под одеяла иллюзий, где пахнет пирожками зарплаты. А еще все вдруг стали экспертами. Экспертами по обману и лжи. Мы смотрим новости, мы смотрим всякие видосики и знаем, точно знаем, что нам все время врут. Мы идем в магазин и знаем, что цены там растут не из-за инфляции, а из-за чьей-то жадности. Мы слушаем новые указы президента и знаем, что все это чушь. Мы смотрим на очередную войнушку и знаем, что на самом деле это просто бизнес, а никакие не национальные интересы. Но при всем при этом мы продолжаем смотреть на всю эту дичь. Продолжаем носить маски, когда нам рассказывают какие-то там сказки. Мы продолжаем платить налоги, мы продолжаем верить. Мы продолжаем верить, что так и надо, так и должно быть. И вот в этом главный стендап-номер нашей эпохи. Не в том, что кто-то там нами правит и делает из нас лохов, а в том, что все знают. Знают, кто нами правит, кто нас превращает в идиотов. Но при этом почему-то все смотрят и аплодируют. Итак, давайте-ка разберем сегодня этот театр абсурда по категориям. И у нас есть 3 главных актера. Первая категория людей – это те, кто тупо выполняет все приказы. Все абсолютно, абсолютно все то, что им говорят. Это наши дорогие, любимые и послушные овцы. Им сказали: «Надень маску, чувак». И они надели. Им сказали: «Иди уколись экспериментальной жижей». И они встали в очередь за уколами. Им сказали платить непомерные поборы, и они платят. Даже за свою собственность. А завтра им скажут: «Встаньте раком». И они встанут. А потом еще и спросят: «А булочки-то раздвигать?» Все эти люди, у которых в голове не мозг, а инструкция по эксплуатации. Они как зомби из дешевого сериала, только вместо мозгов им нужен стабильный Wi-Fi и рассрочка на iPhone. Как сказал один классик: овцы блеют о свободе, но бегут за пастухом. Им сказали: будет модно бить себя же молотком. Вторая категория людей – это те, кто за красивые цветные бумажки предали свой народ. Защищают воров во власти, ну или кого похуже. Это наши доблестные чиновники, депутаты, силовики, медийные пропагандисты. И они продали не просто совесть, они продали все.
Абсолютно все. Причем оптом, с доставкой и гарантией. За деньги, за должность, за крышу. Они готовы оправдывать любую дичь. Им говорят: народ – это быдло. И они кивают головой. Им говорят: деньги в офшоры, а людям сказки. И они рисуют графики. Это никакие не овцы. Это волки, нарядившиеся в овечьи шкуры, но при этом работающие на мясокомбинат. А самое смешное, что они сами из народа. Правда, чаще всего другой национальности. Но при этом рассказывают сказки, что никаких национальных интересов нет-нет, не существует в природе. Даже законов против антисемитизма. Но на самом деле они выросли среди нас. Они выросли в тех же самых хрущевках, учились в тех же самых школах. Но потом вдруг получили бумажку с гербом. И вдруг почему-то решили, что они стали небожителями. Они защищают воров, педофилов, казнокрадов, потому что сами такие же воры. Или мечтают ими стать. Это как в той поговорке: не можешь победить — возглавь. И они возглавили. Возглавили и забыли, что их же первыми и съедят. Как только система начнет рушиться и жрать саму себя. Что, собственно говоря, последнее время мы и наблюдаем. А вся ирония в том, что все эти предатели, так же, как и все остальные, тоже недовольны. Они ненавидят народ за то, что тот позволяет себя грабить, но при этом и дня не могут прожить без этого грабежа, без этой лжи. Как алкоголик, который презирает водку, но при этом не может бросить пить. Только тут вместо водки бюджетные распилы. У меня, кстати, вопрос к тебе, дорогой зритель. А ты когда-нибудь мечтал о месте у кормушки? Признавайся. Хотел присосаться к трубе, по которой течет черная жижа? Напиши мне там в комментарии. Хочешь быть у кормушки? Третья категория людей самая маленькая. Те, кто что-то там говорит против власти. Те, кто говорит правду. Но при этом не оказывает никакого реального сопротивления. Они сидят на кухне, пьют чай с плюшками и часами поливают грязью президента, правительства, депутатов, абсолютно всех подряд. Они пишут гневные комментарии, пересылают друг другу различные видосики и при этом качают головами. Но не делают ничего, что хоть как-то что-то изменить. Они это как зрители в кинотеатре, которые все время кричат экрану: «Да когда же вы все сдохнете, в конце концов?» И сидят дальше, жуют попкорн. А самое смешное, что недовольны абсолютно все. Но при этом говорят где-то втихушечку. Сидят на кухне, сопят две дырочки и продолжают жить в дурдоме. То ли привыкли, то ли им и вправду все это нравится. Это же так удобно быть жертвой. Я – это жертва. Все вокруг плохие, а я хороший. Можно сидеть, ничего не делать, а просто страдать. И жаловаться. Это как будто ты получил вечный больничный. Лежишь, тебя жалеют, и не надо никуда вставать. Не надо что-то менять. Потому что у тебя заболевание головного мозга. И при всем при этом
Мы все хотим в Наполеоны. Двуногих обезьянок так-то на планете миллиарды. И для всех есть одно правило. Мы смотрим просто на кино. Потому что очень легко быть героем с попкорном на диване, считая лайки где-то в Телеграме и верить. Верить, ну а чё? Мы же ничего не можем сделать. Все уже предрешено. Будущее уже наступило, дорогие мои. Вот в этом вся и трагедия. Мы все знаем. Мы знаем, что мы живем в обмане. Мы знаем, что нам безостановочно лгут. Но почему-то предпочитаем называть это все стабильностью. Мы все недовольны. Но наш протест – это смайлик со злым лицом. Мы все хотим перемен. Но только если они придут сами. Как курьер с пиццей, который сам все доставит. Кто-то придет и все порешает. Ой. И вот тут я должен сказать нечто, от чего становится либо очень смешно, либо очень грустно. Все эти три категории людей – это не какие-то там разные люди. А это ты, мой дорогой зритель. Это я. Это все мы. В каждой из нас сидят и овца, и предатель, и недовольный революционер с дивана. Вопрос лишь в том, кого ты кормишь, чувак. Если вы весь день ходите на ненавистную работу, платите налоги, из которых кормятся какие-то дяди, и молчите, пока вас утилизируют, вы овца. Если вы при этом еще и оправдываете это начальство, чтобы получить премию или одобрение, вы предатель. Предатель своего народа, своих близких. А если вечером вы вдруг смотрите какие-то видео с очередными новостями и при этом киваете головой, а завтра опять пойдете в офис, вы просто недовольный. Маленький человечек, который при этом не делает ничего. И самое ужасное, знаете, что самое ужасное? Система не боится никакого нашего недовольства. Она ее просто обожает. Пока мы где-то сидим на кухне и злимся, мы остаемся в поле ее внимания. Ой, мы все потребляем ее контент, ее товары, ее новости. Мы – это идеальнейшие рабы, которые сами почему-то себя называют свободными. Ой, ну а единственный выход – это не бороться с системой, а перестать ею быть. Перестать быть овцой, а в конце-то концов начать думать своей головой. Перестать быть предателем, а не продаваться за красивые цветные бумажки, которые, к слову говоря, когда наступит голод, нельзя будет есть. Перестать быть диванным критиком и в конце-то концов начать что-то делать. Что-то реальное. Посадить дерево во дворе. Убрать хаос, мусор, создать семью, делать что-то полезное для общества. Ну и, в конце-то концов, научить своих собственных детей нормам этики, морали, правде. И, к слову, смех. Смех – это тоже действие. Но не тот смех, который заглушает твои страдания и внутреннюю боль, а тот, который разрушает страх. Смех над собой, над своей овечьей покорностью, над своим предательством, над своей ленью, над всем. Когда вы начинаете искренне смеяться над всем этим абсурдом, вы вдруг просыпаетесь и выходите из-под гипноза.
матрицы. Потому что гипноз работает только на серьезности. Так что перестаньте ко всему относиться серьезно, дорогие мои. Итак, дорогие мои зрители, все знают. И давно. Все при этом недовольны, но все живут в дурдоме. И дурдом не исчезнет никуда, если ты будешь ходить просто вокруг комнаты или по коридору и ворчать. Тут плохо пахнет, все воняет. Нужно либо выйти, либо построить свою собственную палату с нормальной вентиляцией. Ну или сбежать из этого дурдома. Ну а я, ваш шут апокалипсиса, лично выбираю смех. Это моя палата номер 6.